Здравствуйте, уважаемые. Вот закончил с домашними делами, поликовал по поводу, может быть, маленькой, но очень значительной победы. И хотел бы теперь объяснить для тех, кто, может быть, пропустил или не следил до конца, что же сегодня все-таки произошло. Сегодня днем где-то в районе 5 часов дня по нашему времени, 4 часа дня по атавскому времени, товарищ, а я его только теперь называю товарищем, по понятным причинам, товарищ Труда, выступил, вначале сказал, и он это делал, как бы я смотрел это по Фейсбуку лайв, начал рассказывать, что это правильное решение было, и как он это, как они много сумели сделать благодаря этому решению. Конечно же, там куча злых лиц посыпалась в Фейсбуке на него, вот, включая от меня, вот, но что он пришел к решению, что опасность миновала и можно отменить этот акт. Вот. Ну, я надеюсь, что вы понимаете, следя за моими роликами, что не то чтобы у него совесть заиграла, или что он понял, что чуть палку перегнул, или может быть, что жалко ему стало его граждан, которые от него страдают. Ну, есть еще такой вариант, что может быть не хотел он сейчас со всеми проблемами, которые начинаются с Россией и Украиной, воевать на два фронта. Но ответ будет нет, 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 нет и нет. Все намного проще, причем до тупости проще. Значит, вернемся к хронологии событий. Значит, в прошлый понедельник, неделю назад, 10 дней назад, после 3 недель ничего не делания, что шли, в течение которых шел конвой свободы в Отаве, заблокировали все подходы к парламенту и так далее, он вдруг внезапно, не пользуясь никакими другими средствами, ввел чрезвычайное положение, чрезвычайный акт. Чрезвычайный акт – это положение, которое было принято 50 лет назад, в 80 каком-то году, его папой, кстати. Значит, до этого был военный акт, который говорил, что если есть ситуация, военная ситуация, можно как бы ввести это и делать, что хочешь. Вот. Потом поняли, что его папа этим актом воспользовался, погасил сепаратистов в Квебеке, которые хотели отделиться от Канады. А потом начались разборки, что, как, почему, зачем это было и как это было сделано. И вот переделали военный акт в чрезвычайный акт. Уменьшили чуть-чуть возможности, но довольно-таки туманно описали, что именно можно делать. И поэтому поэтому и Труда, в принципе, когда его ввел, мог делать достаточно много чего пакостного. Вот. Значит, этим актом не пользовались 50 лет, и не важно, что было в Канаде, даже когда было 11 сентября в Америке, и боялись терактов, и всех проверяли, доверяли, не доверяли. Даже тогда этот акт не был введен, когда взорвали газопровод или нефтепровод, вот этот вот, то, что проводят коренные жители Канады, которые были тут до Колумба, до того, как Колумб открыл Америку. Вот. Тоже не вводился этот акт, как бы были блокады, были забастовки, но никто никогда не вводил этот акт, пока не пришел товарищ Труда и не решил, что самое время попробовать вернуть эту диктатуру и, может быть, быстрее сделать то, чего он, в принципе, желает все это время. Вот. Значит, ввел он этот акт 10 дней назад, и по закону этот акт должен быть, за него должны проголосовать в парламенте и подтвердить. На все это должно уйти не больше 7 дней. Если в течение 7 дней парламент не голосует, акт отменяется автоматически. После того, как парламент проголосует, если он проголосовал за этот акт, голосование переходит в Сенат. Сенат – это, как я рассказывал до этого в роликах, это как компас, в принципе, совести. Они большей частью независимые сенаторы, не связаны ни с одной из партий. Есть 16 сенаторов, которые связаны с консервативной партией, есть 14 сенаторов, которые связаны с либеральной партией, и там есть 42 независимых, по-моему, 42 независимых сенатора, и еще какое-то количество относящее к группе Конгресса Сенатов,
Конгресса сенаторов, который тоже, в принципе, независимый, но чуть-чуть по-другому. Вот. Что произошло в этот понедельник? Значит, Трудо тянул. В конце недели началась обширная операция полиции по погасить этот протест. Мочили всех, кого надо и кого не надо. Был ролик про это тоже, рассказывал, показывал даже съемки с места преступления, назовем это как это и есть, съемки с места преступления, которое было совершено полицией Оттавы, Торонто и близлежащих городов. И немножко РСМП, это вот эти вот федеральная полиция. Вот. Значит, в пятницу он не допустил вообще парламент к работе, сказал, что там опасно, потому что гасят протестующих, да и не хотел он, чтобы были лишние глаза там депутатские и видели происходящее по понятным на это причинам. Поэтому они перенесли обсуждение этого законопроекта на субботу, пообщались там, и то в субботу, по-моему, поздно они начали, и потом в воскресенье чуть что-то там они подумали, в понедельник было голосование. Теперь, как вы понимаете, Трудо человек подлый, и что он сделал, вот, чтобы не пропустили этот момент, он намекнул, что это голосование может воспринято быть как вотум недоверия. Поясню. Если есть какой-то критический законопроект, который хотят провести, и это очень важный законопроект, то правящая партия, которая выдвигает этот законопроект, может сказать, что этот законопроект равняется вотуму недоверия. Что это означает? Если этот законопроект проходит, все нормально, все рады. Если он не проходит, то парламент должен быть распущен, правительство должно типа как бы уйти в отставку и новые выборы. Вот. По закону он обязан это сказать до того, как будет голосование. И мы затронем эту тему тоже. Теперь, что сделал Трудо? По своей подлой натуре он намекнул журналистам, намекнул своим членам партии и намекнул своему товарищу и другу Джагмету Синху, который является лидером НДП, коммунистов. Вот. Намекнул. Официально он это не заявил. Но Джагмет Сингх тут же подхватил это и сказал, что для него это как будто вотум недоверия правительству, и он не согласен на данный момент, что это хорошее время идти на новые выборы, потому что есть Россия, вот это с Украины, то, что началось, и потому что тут еще до сих пор кризис не до конца угомонили, то все, и он сказал, что я буду голосовать за этот законопроект, потому что не хочу новых выборов. Ну, вот такая вот отмазочка у него была, как бы вроде он и не признает, что надо этот законопроект, но с другой стороны голосуют за него, типа из безвыходной ситуации. Чтобы вы поняли, были еще несколько депутатов и от либеральной партии, и от НДП, которые, в принципе, говорили против этого законопроекта. Но после того, как Трудо красиво так намекнул, сказали, что мы по совести хотим голосовать против, но из-за того, что мы считаем, что на данный момент для Канады новые выборы это еще хуже, мы проголосуем за. Вот этот маленький момент прошу запомнить в плане того, какие у нас депутаты, по крайней мере в Канаде, что если им совесть говорит голосовать против, но они боятся, что будут выборы, и их могут не выбрать, и Трудо им припомнит, если они проголосуют против, поэтому на следующих выборах их засунут куда-то в задницу. Вот. И они вот так вот поступили. Значит, как бы совесть им говорит, что нельзя голосовать за этот законопроект, но вот чтобы не повлечь какие-то вот возможности, что тебя не выберут и так далее. Потому что, опять же, те, кто выбирали их местные жители, например, ихнего округа, которые за них голосовали, они голосовали за либеральную партию, а тут, получается, они пошли против лидера либеральной партии, и их могут просто не выбрать. Вот такая вот тема пошла. Они сказали, что да, по совести это неправильно, этот законопроект, но так как мы не хотим выборов, мы будем голосовать за. Даже в тот вечер голосования, буквально 5 минут до голосования, временный лидер оппозиции вышел и сказал, что я хочу господину председателю, чтобы было понятно, что по закону, если это голосование параллельно вотуму недоверия, то правящая партия обязана об этом официально заявить.
И вот я прошу как бы утверждение, является ли этот законопроект параллельный, равный вотуму недоверия. На что господин председатель парламента спросил у там, президента правящей партии, не у Труда, а есть у них там такой, как президент правящей партии, что они могут по этому поводу сказать, на что тот просто сказал, что слушайте, зачем сейчас этим заниматься? Пришли голосовать, давайте голосовать. Не дав ответа, вообще никак. Проголосовали, как вам известно, 185 за, 151 против. Блок ВБК и консерваторы сказали нет. НДП и либералы сказали да. И эти зеленые, которые вообще непонятно, что там делают, тоже там одна из них точно сказала да. Не знаю, или больше, чем одна. У них всего 2 мандата. Вот. Провели этот законопроект. Ну, понятно, тут же пытались сразу же опровергнуть этот законопроект консерваторы, но ничего там не получилось. Их просто послали. Теперь по процессу этот законопроект переходит в Сенат. Сенат, чтобы вы поняли, каждый законопроект, который принимается в парламенте, должен быть утвержден Сенатом. Обычно Сенат очень редко отвергает законопроекты. Я вот смотрел, приблизительно в среднем 2 законопроекта в год отвергает Сенат. Вот. Они, в принципе, как резиновая печать. Но вот тут вот они встали на дыбы и сказали, что не готовы быть в данном случае резиновой печатью, потому что дело суперсерьезное. И они не хотят нести ответственность за это, без того, чтобы разобраться в этом конкретно. И вот они начались дебаты. Они вчера говорили про это с 9 утра и, по-моему, даже до очень поздно вечером. Я, да, слушал часть из дебатов, они более-менее тоже повторялись, вопросы, как бы, что там происходило. Есть один сенатор, который представляет собой правительство, он объясняет этот законопроект, и его начинают спрашивать вопросы, на которые он должен ответить, как представляющий правительство сенатор. Вот. Ну, он как бы, ну, забросали его вопросами, причем некоторые вопросы были, ну, некорректно как бы поставлены и не по сути, но было несколько вопросов, которые были, да, как раз вот были, да, по сути, они, например, вопрос, почему 3 недели не было сделано ничего, причем не 3 недели, а конвой начинался 2 недели до того, как приехал в Отаву. И вот зная, что конвой идет, не было предпринято ничего в течение нескольких недель, и потом 3 недели конвой, уже находясь в Отаве, не было предпринято никакой попытки что-то как-то остановить, убрать или разобраться, или начать переговоры. Вообще ничего не было сделано. Вот 3 недели было молчание, игнорировали полностью этот протест, а потом вдруг раз и резко так, чрезвычайный акт. Вот эти вот вопросы были заданы очень правильно, хотя, опять же, я считаю, что я послал сенаторам в Твиттере, не знаю, ли они вообще видели это, я им послал, что, ребята, там есть вопросы покруче, которые можно спросить. Вот. И насчет лицемерия ихнего в плане того, как они с Индией себя повели оба. И еще пару вопросов. Но дело не в этом. Короче, они обсуждали и ни к чему не пришли. Сказали, будем обсуждать дальше. Вот. И теперь что получается? Во-первых, Трудо понял, что это уже не идет такая резиновая печать, которую, знаете, поставили и вперед. И тут появилась опасность. А вдруг они не признают этот законопроект? Теперь что происходит на глазах у народа? И сенаторы, они независимые в большей части. И если они голосуют против проекта, значит, что-то с проектом нечисто. И что-то было сделано неправильно, незаконно. И вот такую вот серьезную тему Трудо допустить не мог. Потому что тогда получалось, что он где-то соврал, обманул и так далее. А сенаторы, как бы, ну, было видно, что не примут этот законопроект так просто, потому что на те вопросы, что они спрашивали, вот они спрашивали, например, вот этот сенатор, который с пеной во рту там что-то объяснял им и рассказывал, как это важно. У него, правда, была маска, поэтому пену не видно было, но я догадываюсь, что там была, потому что он очень так жестикулировал, очень серьезно, так очень весь такой в восторге объяснял. И его спрашивали, хорошо, какая причина еще, вот 7 дней, уже нету блокад в Отаве,
убрали протестующих, все. Какая причина продолжать этот чрезвычайный акт? И он говорил, что вот есть причины, мы получаем постоянно донесения от полиции, донесения от разведки, есть причины, эта угроза не ушла. И вот вчера все это он с пеной во рту объяснял. Ему говорят: окей, хорошо, ну, если есть угроза, расскажите нам. Мы же должны знать, как мы можем просто так разрешить этот закон, этот чрезвычайный акт, если мы даже не знаем, в чем состоит угроза. Вот, это секретно, вы не можете это знать. Они сказали: ну хорошо, надо что-то решить. Давайте мы поклянемся. Вот именно только про эту тему. Введите нас в секретность, подпишите нас, то все. И расскажите нам, что происходит, мы должны знать. Мы не можем просто сказать: да, чрезвычайный акт, а на самом деле мы не понимаем вообще, в чем опасность, потому что мы не видим опасности. В Оттаве никого нету, протестующих не осталось, 200 человек посадили, счета заморозили. Чего вы боитесь? Кто идет на вас? Танки, кто? Ну, он сказал, что все равно им ничего не расскажут, потому что все под грифом секретно, и у них нету достаточного доступа. А доступ давать им никто не хочет и не будет. И вот так вот и получилось. И опять же, дебаты это публично показываются по телевидению парламентарскому. И тут уже началась проблема, потому что люди начали недоумевать. Теперь у Труда была возможность, два выхода. Или подождать, чтобы Сенат, что скажет Сенат. Но тогда в том случае, что Сенат скажет нет, у него будут очень большие проблемы. Потому что, в принципе, это как вотум недоверия. Все понимают, какую игру он сделал, когда он провел это в парламенте. Если Сенат скажет нет, независимые члены Сената проголосуют против этого, то у него огромная проблема внутри Канады. Никто ему не будет доверять, никто ему не будет верить. Вот. Поэтому он выбрал второй путь, и он сам убрал этот акт. Он сказал, что ребята, мы всех загасили, все нормально, все ништяк, едем дальше. И тут, опять же, я видел, вот даже в соцсетях, люди в шоке, потому что, слушай, чувак, вчера твой сенатор весь там просто выходил из себя, доказывал, что у нас просто чуть ли не шпионы по всей Канаде, и вот-вот будет переворот военный, и вот-вот террористы нас захватят, и вот-вот расисты покорят всю Канаду и так далее, и что нужен этот чрезвычайный акт. А сегодня днем ты выходишь и не, ребята, все нормально, мы пошутили, типа. Понимаете, это был огромный промах с его стороны, поэтому, когда я говорю, что это победа, не только потому, что отменен чрезвычайный акт, а потому что я надеюсь, что хотя бы у некоторых людей глаза чуть-чуть приоткрылись. Ну, потому что не так все просто. Да, есть люди, которые просто тупоголовые и так далее, но человек, который хоть чуть-чуть соображает, он понимает, что что-то тут не то вдруг. Вот, что как так? Только вчера мы были в опасности, нас окружали враги, а сегодня днем ты заявляешь, что, ребята, все путем, все нормально, едем дальше. Ну, не бывает такого. Поэтому это, на мой взгляд, большая победа даже политически, не только потому, что отменили этот дебильный акт тиранический, но еще и потому, что он себя показал не с очень хорошей стороны. Не только перед теми, кто и так его не любили, но и даже перед теми, которыми к нему... Те, кто его любит, они будут любить, но те, кто к нему относились снисходительно, говорили: окей, может, он прав, они были под влиянием СМИ, которые за Труда и так далее. Но вот сейчас у них глаза чуть приоткрылись, потому что такую тему уже не спрячешь. Даже наши СМИ не могут такое спрятать. Потому что это уже на виду более-менее. И вот в этом и заключается настоящая победа над ним, политическая. Вот. А был тут комментарий насчет, когда я написал победа, поставил ролик, был комментарий в плане того, что змея затаилась, и насчет наших консерваторов абсолютно согласен. Поэтому сказал, что это битва, а не война, которая была выиграна. Труда так просто не сдался и не собирается сдаваться. Я говорил тут и про детсадики, и про вот недавнее то, что в плане карантина и так далее, что федералы потихоньку пытаются прибрать к рукам провинциальную юрисдикцию и поднести это все под себя. Труда от своего плана не отказывается. Да, он надеялся убыстрить его сейчас, благодаря чрезвычайному акту, чтобы сломить любое противостояние его режиму, но то, что у него не получилось это сделать чрезвычайный акт, не значит, что он оставил эту идею.
он все равно хочет добиться диктатуры, он все равно хочет привести к коммунизму, диктатуре, это уже не так важно. Вот, поэтому, да, он затаился. Ну, даже не затаился, он как бы не скрывает, в принципе, так уж сильно. Но он там, и он существует. И это угроза для свободы, которая существует по-любому. Абсолютно согласен. Насчет консерваторов, опять же, так как произошло с вот этими депутатами от НДП и либералами, которые сказали, что по совести голосовать надо так, но мы будем голосовать так. Слушайте, депутаты, это политическая элита, которая абсолютно посрать на людей в любой стране. И уже давно прошло время тех людей, которые шли в политику, чтобы действительно сделать какое-то изменение к лучшему для людей, которых они представляют. Я лично не верю ни одному депутату. Ни консервативному, ни либеральному, поэтому я не связан ни с одной из партий. Да, я считаю, что должна встать новая партия. Но проблема в том, что чтобы поднять партию на сегодняшний день, это или революция полная, или надо очень много бабла. Очень много денег, чтобы поднять партию, чтобы сделать ее по всей Канаде, чтобы то все 30 чтобы потратиться на СМИ, которые будут опять же за либералов, а не за тебя, и как-то вот пробиться до людей, чтобы люди поняли, что ты вообще предлагаешь, какая платформа и так далее. Фактически на сегодняшний день это невозможно, потому что нету такого лидера. Как бы говорить, они все красиво говорят, но нету такого лидера, который действительно люди поверят, что вот ему действительно не пофиг, и он хочет как бы добра для людей. Такого лидера, на мой взгляд, нет ни в одной стране сегодня. Вот, и поэтому до этого тоже в комментариях в другом ролике мы говорили про это. Надеюсь, что я все равно считаю, что надо бороться. Надо, да, воспитывать наше растущее поколение правильно и объяснять им, что такое свобода с детства. Не что такое коммунизм, а что такое свобода. И может быть, кто-то из них, часть них или несколько из них вырастут с правильными понятиями жизни, с правильными понятиями свободы и что-то изменят в лучшую сторону к тому времени. Потому что, опять же, на сегодняшний день, не вижу я, чтобы нормальный, некоррумпированный человек смог пробиться сегодня, неважно в какой стране, до такой степени, чтобы за него проголосовало много людей, не говоря уж об опасностях, которые будут по дороге, там столько бабла вертится, что его могут замочить, причем очень быстро и очень легко, и все забудут про то, что он вообще находился где-то. Но бороться продолжать надо по-любому, потому что если мы перестанем бороться, то будущего не будет. Ни у детей, ни у их детей, ничего. Бороться надо продолжать, детям надо объяснять, надо показывать, как боремся мы, и чтобы они продолжали бороться, пока не восстанет тот самый, который либо сделает революцию в стране, мировую, неважно, но сделает революцию или что-то типа этого как бы. Я не собираюсь поднимать руки, я пишу очень много в Твиттере, на каждые комменты, которые что-то там как-то пытаются показать труда героям соцтруда, я быстро объясняю, приводя факты, примеры, ссылки на другие издания и так далее, кто он, что он и где его место, как мы все знаем. Помните, ваше место возле. Вот я это все объясняю. Сегодня тоже я в Твиттере написал и ему, и Отавской полиции, что, ребята, вот все хорошо, теперь ждите суды, готовьте себе камеру, будете соседями, потому что будет этот комитет, в течение 60 дней должен собраться, и максимум за год должны предоставить полный отчет. И они будут проверять все от начала до конца, будут в него входить в этот комитет и депутаты-консерваторы, и депутаты-либералы, НДП и НДП. Надо иметь больше 15 мандатов, чтобы входить в этот комитет. Будут в него входить сенаторы, и те, и другие, и четвертые. И надеюсь, что, опять же, придут к нужным итогам, хотя Струда вообще непонятно. Его 2 раза уже находили виновным в нарушении этики, и он все равно еще там. Вот. Не знаю, как на него повлияет комитет, но надеяться надо, бороться надо, верить надо, и воспитывать детей подобающе тоже надо. Вот такое вот мое мнение личное и мое заключение по этому поводу. Не забыл про то, что обещал ролики
по дополнительным темам, там, про медицину в Канаде и как это показывается на людях. И обязательно поставлю. И то, что хотел отнестись к Афганистану, как к примеру для определенного освещения политики, тоже предоставлю. Ну, вот пока давайте радоваться маленькими победами и надеяться на то, что придет день, когда будем праздновать полную победу, и не только в Канаде. Действительно, на сегодняшний день, как я говорил, когда говорил про Россию, диктатура сегодня везде. Любая более-менее развитая страна, которая кричит, что она демократическая, на самом деле на сегодняшний день демократии как таковой нету, но люди поднялись по всему миру. Европа, Австралия, Новая Зеландия, все поднялись, кроме, конечно, Китая, кроме Кореи и так далее. Японии, там не надо подниматься, там все схвачено. А в остальных местах люди поднялись. В Америке вот сейчас поднялся конвой тоже, конвой свободы, там едет по Америке, с Калифорнии выехали. Вот, значит, вот так вот как-то. Ну, желаю удачи. До следующего ролика. Счастливо.